Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Май 2025 года, Таро прогноз. И давайте узнаем, каковы же подсказки карт для вашего знака зодиака. Что прояснится, что спешит в вашу жизнь. Я бы сказала, что доброго спешит в вашу жизнь, что неожиданно откроется, или в чем ваша сила, в чем вы наиболее ресурсны. И астрологическое небо мая – это месяц растущей стабильности, в котором мы можем гармонично переплести и таковые энергии мая месяца, и как конкретность сегодняшнего дня, так и долгосрочное планирование и видение. Иными словами, посади сегодня семена того, что ты хочешь собрать урожаем завтра. Давайте будем смотреть вот те подсказки, которые перед нами раскроют карты. И первая карта, что же, как доброе спешит в вашу жизнь. Что вас будет радовать? Может быть, что-то и прояснится. Какой-то ваш собственный пазл сложится, от чего вы будете отталкиваться. Итак, что доброе спешит в вашу жизнь? Каковы эти события ближайшего будущего? Май уже не за горами. В чем вы, возможно, поставили точку, а тут будет следовать либо продолжение, либо возвращается кто-то или что-то в вашу жизнь. Третья карта. Какая правда откроется? Или какой-то вопрос, может быть, у вас тут прояснится, и вы сможете осуществить. Это именно из разряда того, что вы прежде не видели. В чем вам нужно быть осторожными? Чему сейчас не время? Как подсказки высших сил, знаки судьбы. Что вам может помешать? И в чем вы наиболее ресурсны? Тоже как знаки судьбы. В чем вам высшие силы помогают? И ваши сильные стороны. И на колоде Королевского Таро мы посмотрим по основным сферам жизни. И первая карта – это ваши достижения. Это ваша профессиональная деятельность, работа. Честолюбивые планы, не без этого. Вторая карта касается денег, денежная энергия. И достанем 3 карты на личную жизнь. Для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный. Ну или, может быть, не оформленные отношения, но вы вместе проживаете. Для тех, кто один или одна. И третья для тех, кто в сложных, быть может, отношениях. Что же доброго спешит в вашу жизнь? Карта отшельника. Вам никто не мешает. Вот это основной, наверное, знак. Вам никто не мешает в мае. И это старший аркан. Она не предусматривает, что все где-то тишь да гладь. Нет, это карта. Но, наверное, ваша сила будет в том, что вы как идете своей дорогой, своим путем. Вы сохраняете собственную ресурсность. А еще эта карта великого мудреца, философа. Значит, какая-то ваша точка зрения очень правильная. Но как еще ее обустроить, нужно продумать. Потому что вокруг разные события, разные люди. Но отшельник, он идет именно своим путем. И отшельник вообще-то это дервиш. И, может быть, какие-то более принципиально важные вопросы, нежели деньги, стоят на повестке мая месяца. Это как ваша задумка, идея, мечта, или это как ваш жизненный путь. Так вот, вам никто не мешает, как доброе событие, осуществить какой-то план, мои дорогие. Но отшельник он сам по себе. И значит, где-то придется самому принимать решения и самому действовать, рассчитывать на себя. Но положительные моменты, как знаки судьбы, вас невозможно купить на лесть. Вас невозможно на что-то уговорить. Вы в очень спокойно мудрых энергиях. И в этом ваша сила. Вот так, мои дорогие козероги, может быть, и к вам кто-то будет обращаться за вопросами, теми, которые человек не может прояснить сам. Просить у вас доброго совета, такое тоже допускаю. И вы, как беспристрастный арбитр, свободный такой человек, можете кому-то помочь прояснить вот жизненную какую-то ситуацию для того, кто словно забрел не туда. И это я тоже могу допустить. Ваша сильная сторона, именно как и в вашем каком-то опыте и в правильной оценке, может быть, ситуации, которая происходит в мае. И это старший аркан. И значит,
Вы можете правильно оценить, что же происходит вообще в мире, или какая обстановка будет складываться наперед в той местности, а меня смотрят люди из разных стран, где вы теперь находитесь. Какое-то правильное видение перспективы, мои дорогие. Но то, что вы задумаете, рассчитывайте только на себя. Хотя, должна сказать, козероги как раз на себя и рассчитывают. Но тогда о вашем плане никто не знает. И это вам дважды, трижды будет помогать. В чем вы думали, поставили точку, а тут это либо возвращается, либо вам придется что-то продолжать. Тут, вы знаете, мы спрашивали, кто вернется. Семерка мечей. Кто вернется? Правда. Тот человек, который вам доставил какие-то не самые приятные минуты. Здесь может попытка быть в реку войти дважды того человека, кто вас буквально обманул, предал, поставил в какое-то сложное положение. Но сказать, что какая-то прошлая ситуация закончилась навсегда, то нет. Это вы из нее уходите. И, может быть, поэтому вы храните молчание, потому что по семерке мечей есть и люди, которым ну точно нельзя доверять. Или это те, с которыми вы прежде, вот может такое проиграться, вы с кем-то прежде советовались. Или по доброте душевной, может быть, и по наитию, вы кому-то доверились. И здесь вы потом получили такую обратку, когда поняли окончательно, нет, я буду действовать сам или сама. Я никому не могу доверять. Карта воров, хоть это нигде не прописано по семерке мечей, но тем не менее в нашей жизни это присутствует. Присутствует, потому что, ну, видимо, обстоятельства вас призывают в мае месяце быть очень внимательным. И нет ведь никакой турбулентности. Или карта нам не говорит более того о том, что вам что-то реально мешает. Но если мы говорим из прошлого что-то возвращается, это и вы можете вернуться в прошлое. В прошлое для чего? В этой колоде есть такое значение – забрать свое. И нам показан человек, который забирает. Обратите внимание, 5 мечей, 2 оставляет, словно говорит, не мое мне не нужно, я забираю свое и ухожу. Вам придется словно скрыто действовать, мои дорогие. Точно так же скрыто могут действовать и люди, поэтому быть вот таким, ну, где-то отшельником, философом, это для вас сильная позиция. Тогда вам никто не мешает. Вы, правда, можете забрать что-то свое, даже это если касается чего-то материального. Но сделать это как-то совсем не так, как вы думали прежде. Или совсем не так, как вы бы это предполагали. Но и человек может к вам вернуться, чтобы забрать свое. Тут тоже есть такой момент. Поэтому будьте мудры. Что же откроется, как какая-то правда? Да, тут действительно и правда может открыться, и человек может приехать. Вам вполне вероятно придется куда-то отправиться, причем быстро, не мешкая, собрался, подпоясался, поехал. Или это буквально быть готовым к неожиданностям. Рыцарь жезлов. Он всегда готов к драйву. Вот и вы будьте готовы к драйву. Что, может быть, сложится такая ситуация, что вот этот как жизненный путь или дорога, или переезд вам придется осуществлять несколько быстрее или раньше, чем вы это планировали. Потому что удобное, ну, как стечение обстоятельств, удобное время, и вы чего-то не можете упустить. Здесь может открыться какая-то буквально прийти информация неожиданная, когда вам... Ну, может быть, вы хотите что-то осуществить. К примеру, банально я приведу пример, а вы переложите на свою составляющую тех намерений и целей, которые вы ставите. Вы собирались, к примеру, к чиновнику, или вы собирались для себя что-то прояснить, а отправиться, может быть, и самому в какую-то инстанцию, и вдруг вам приходит сообщение, что это нужно сделать, и для вас это полезно, буквально в какой-то узкий промежуток времени, словно вот этот коридор возможностей может сузиться. И вам тогда, не мешкая, нужно действительно куда-то отправляться. И где-то осторожность тоже нужна, где-то вам и торопиться не нужно. Но будет тот момент, когда вам нужно и не опоздать, мои дорогие козероги. То есть не все однозначно. Будьте осмотрительны, будьте внимательны. Но самое главное, осознанность идет по карте отшельник. Когда вы на своей волне,
тогда вы значительно сильнее словно. Тогда вы правильно и быстро, может быть, сумеете оценить и обстановку, и какую-то информацию, стоит этому доверять, стоит ли куда-то отправляться. И если все же дело того стоит, тогда карта сама буквально говорит: оставь все дела. Если у тебя какой-то пункт для тебя очень важный, именно теперь может решиться. Значит, этого где-то не нужно упустить. Но в неожиданностях к вам может прийти информация о каком-то человеке. Или какая-то, пусть даже внешняя, мои дорогие, ситуация, когда для вас какой-то пазл складывается. Прежде вы словно этого не видели, а вот теперь вы окончательно понимаете, как вам нужно действовать. И, возможно, действовать вам приходится совсем не так, как вы к этому привыкли. Или по какому-то вашему прежнему плану. Здесь планы, мне так кажется, вам придется менять. Давайте мы посмотрим, как знаки высших сил или подсказки, чему сейчас не время, что вам может помешать. Ну, не будьте чересчур материальны, вот этот момент он есть. Но основное, пожалуй, значение, оно состоит в том, если мы говорим королева Пентакли, это где-то ваша карта, и неважно, кто меня смотрит, мужчины или девушки, женщины, это та, которая умеет отстроить из любого хаоса порядок. Так вот, вокруг какой-то хаос может быть. Но пока не время строить ту цитадель, которая на года, на века. Нам карты говорят, что-то будет меняться. Или твое положение. Нам уже говорят, не случайно, опять же, отшельник. Это какая-то идея, это наблюдение, это анализ. Причем такой беспристрастный. За тем, что происходит вокруг. И в зависимости от этого он и ориентируется где-то отшельник, потому что он надеется сам на себя. Поэтому он очень осознанный. Он в одиночку идет. Тут не говорят нам о том, что мы, наоборот, словно что-то цементируем. Или есть такая фраза «застолбить место». Да тут и место может быть. Вы от него откажетесь, от этого места. Или от того, что вам кажется теперь какая-то ситуация, она полностью стабилизировалась. Это тоже может быть и ненадолго, мои дорогие. И вам придется принимать какие-то правильные и, может быть, хитрые решения. Давайте посмотрим, как знаки судьбы. Еще один старший аркан. Аркан умеренности. Куда-то не торопиться. Здесь вам словно ангел говорит: все еще произойдет в свое время. Ваша сила как раз в вашей надежности и, может быть, в нейтралитете, мои дорогие. Поэтому вы можете быть, вот как этот философ-отшельник, арбитром. Арбитром, когда вы можете даже быть в центре внимания. И, кстати, к вам придет через это популярность. Такой тоненький нюанс. Когда вы оказываетесь словно между двух огней. Есть одна сторона и есть вторая. И они как две противоборствующие. Или разное мнение. Вот для вас будет важно, и в этом ваша сила. Когда вы не примкнете ни к одной коалиции, ни к другой, а будете сохранять, вот как этот отшельник, что-то свое. И, может быть, правильное беспристрастное видение каких-то реалий, спокойные разговоры, когда вы вот так по-философски обрисуете некоторым людям ситуацию, и они тогда с вами соглашаются. Но вам придется не только анализировать, вам придется, видимо, в мае месяце много что передумать, переосмыслить, пересмотреть. И ваша, тем не менее, позиция сильна именно тем, что вы сами стабильный человек, мои дорогие козероги, и вы надежны. Правда, как я говорила, может быть, и будет тот момент, когда быстро придется действовать. Но даже в этой быстроте вам нужно уделить какое-то количество времени, чтобы для себя все расставить по местам. Как действовать, что говорить, как быть, может быть, в той или иной ситуации, обстоятельствах. И это может касаться буквально людей, когда вокруг даже спорят. Я могу такое предположить, потому что по семерке мечей тут могут быть разные ситуации. И они, посмотрите, вы ведь сами по себе нам сразу сказали, да? Но для кого-то именно возвращается та ситуация некоторого хаоса, из которого пока мы порядок не отстроим, потому что дальше будут еще какие-то перемены. Ну, правда, людей будет много, и скучать будет некогда. И это на вашу профессиональную деятельность, учебу, документы. Тут надо сохранять центр собственных интересов раз. И перед тем, как включиться,
по семерке жезлов какой-то вопрос, потому что всегда присутствуют интересы других людей. Это они нас пытаются куда-то втянуть, или они пытаются, чтобы мы с чем-то согласились. Это вам могут что-то доказывать и говорить: нет, вот это правильно, а вот другое неправильно. А карта нам дает совет: отступи полшага назад и не торопись, пока ты сам в чем-то не определишься. И также, нужно ли в чем-то участвовать. У кого-то на работе может быть, ну, правда, такая ситуация, когда идут какие-то либо споры, или когда вас могут пытаться приобщить к какому-то делу. Вы можете согласиться. Более того, семерка жезлов всегда говорит, что у нас будет достаточно сил, умения выстоять или, ну, пройти какой-то, даже если сложный путь. Но надо ли, вот, наверное, надо ли вам в чем-то участвовать? Вот такой вопрос у вас может стоять в мае месяце и не раз. С чем это связано? С каким-то выбором. Я говорила, коалиции какие-то могут создаться, и вам будет важно, это вам помогает не примкнуть ни к одной из них. Держите нейтралитет, мои дорогие, от начала до конца. Нейтралитет и сильная позиция – это независимость, по сути дела, в вашем нейтралитете. И это как знак судьбы или подсказка высших сил. А все остальные карты только об этом и говорят, потому что какой-то выбор. Вас, может быть, не раз будут ставить по работе или по каким-то вашим делам. Тут вот избрал вы какой-то, как отшельник, избрал Козерог какой-то свой путь, и вот так планомерно, уверенно вы занимаетесь тем, в чем вы профессионал. Деньги есть, деньги будут, потому что на работу одна из лучших карт в колоде, восьмерка пентаклей, но предусматривает то, что мы именно сами по себе занимаемся тем, ну вот как работой, или то, что вы поставили для себя в план, или то, что вы считаете целесообразным, и не надеемся ни на кого. Храните сами себя, храните запасной аэродром, чтобы была возможность этого самого маневра. Отступить, может быть, словно уйти в тень и не быть втянутым как и в работу, так и в какие-то распри. Будем говорить прямо. Деньги. Может быть, по деньгам, какие-то добрые события, рыцарь кубков. Тем не менее, это карта хорошего настроения, вдохновения, каких-то радостных новостей. Поэтому деньги, тем не менее, есть и будут, как я уже говорила. Но на эмоциях, говорит эта карта, нельзя тратить вот буквально так, потому что на каком-то душевном подъеме мы можем потратить больше, чем собирались, или можем вложиться не туда. Опять же, на каких-то добрых эмоциях. Давайте достанем еще одну. Что это? Тут, наверное, будут дела, работа, бизнес у кого-то и деньги. А вот как будто траты, тем не менее, они могут быть связаны с личной жизнью. Я вижу именно так. А по пажу жезлов это мы что-то изучаем. Или удели внимание как раз финансовой грамотности. Удели внимание тому, что мир меняется, конкретика меняется. И мы ожидаем, да, в мае нам могут быть объявлены, что меняется система взаиморасчетов. Или какие-то еще могут прийти новости. Это может быть и ваш какой-то план, с учетом той обстановки, которая уже складывается. Какая-то перезагрузка тут по деньгам, она все-таки присутствует. Вам придется, ну, с элементом новизны для себя что-то осуществлять. И опять же, тут у нас семерка жезлов, а тут пятерка жезлов информационного хаоса. И поэтому тут действительно что-то не предопределено еще в мае и будет меняться. Правильно работать с информацией, куда-то не торопиться. И деньги хоть у вас и есть, мои дорогие козероги, но с учетом уже абсолютно всех карт. Вот я вижу, что здесь нужно вот эти деньги, их как-то, ну, или, может быть, вот эти сделки какие-то по купле-продаже очень аккуратно производить, а то и вообще от чего-то отказаться, может быть, и так. Или продать продали, но, может быть, не торопитесь купить, может быть, и такой вариант. Я не говорю, что эти советы для всех. Мы рассматриваем разные варианты. И если просто где-то вы сами чувствуете, что правда зыбкое какое-то положение, ситуация, то тогда и правда не приобретайте что-то наспех, потому что завтра вы можете себе сказать спасибо, если все то, что я говорила, откликается в вашей душе. Но, понятно, по аркану отшельнику все равно будете делать так, как вы считаете нужным. Но, тем не менее, все же карта нам говорит о том, что два отшельника у вас.
Даже это мы уже смотрим на личную жизнь. Здесь для кого-то именно то, что вы хотите осуществить. Для тех, кто в паре, есть какие-то либо важные вопросы, которые касаются лично вас, и вы можете несколько так личную жизнь отодвинуть на потом, потому что есть элемент, возможно, и недоверия. Не обязательно это ваш личный партнер, любимый человек. Может быть, это какие-то взаимодействия с родственниками, ну и родственники у нас бывают разные, или еще какой-то вопрос, когда вы понимаете, что вы хотите осуществить что-то свое, а вашу идею могут не одобрить. Тогда все равно будьте на своей волне. Почему-то эта карта не говорит вообще о том, что ну, мы вместе, мы в паре, как ни странно. Хотя, конечно, тут и для кого-то банально проиграется, что ваш какой-то творческий проект или загруженность на работе, или какая-то внешняя обстановка, она вас вынуждает что-то постоянно обдумывать. Или вот мы говорим, анализировать придется много. Тут действительно у кого-то и по вашим личным взаимоотношениям тоже придется что-то анализировать. А если вопросы связаны с переездом, вам тоже, опять же, нужно продумать какую-то свою стратегию и тактику. Ну, в целом, давайте спросим на отношения в паре. Каковы энергии? Вот теперь более понятно. Вы знаете, у тех, кто в паре, все хорошо. Десятка кубков. И радость, и вдохновение. Но я так вижу, мои дорогие, вас могут на что-то уговаривать. Вот на деньги у вас выпадает рыцарь кубков. И я сказала, что тут по личной жизни могут быть какие-то траты. И, может быть, это дети, родственники, семья. Вместе что-то покупаем, продаем. Вот, ну, наверное, самое разное может быть палитра, все то, что касается вашего благополучия. И у вас будет много добрых минут в мае. Но, как ни странно, у вас две карты отшельник. Несмотря на какую-то, может быть, даже восторг или какие-то приятные, радостные новости. А вам нельзя уйти вот в эти эмоции с головой. Потому что постоянно в мае или в любой момент может измениться какая-то обстановка, когда именно вы будете играть первую скрипку. Потому что вот это словно воодушевление, и если вдруг происходят какие-то перемены, тогда равняться будут на вас, мои дорогие козероги. От вас будут ждать помощи, от вас будут ждать правильных каких-то действий. Ведь это какая-то ответственность. И, может быть, в паре это вы все равно, несмотря на то, что и благополучие, и счастье для тех, кто в паре, и взаимопонимание, все это присутствует. Но отшельник, он понимает, что все как-то вот пока достаточно зыбко, может быть, внешний мир. И поэтому мне нужно продумывать на разные случаи жизни разные позиции. Именно вы, мои дорогие, как голова вашей семьи, и неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Для тех, кто один или одна. По аркану Солнца мы тут можем... Это карта эго. И первое, какие-то ваши планы, построение карьеры или честолюбивые какие-то ваши намерения, они могут тут сыграть такую роль немаловажную, когда вы вообще можете забыть про личную жизнь. Или для тех, кто один. Или будет так, опять же, эго, или никак. Вы можете так заявить. Но для кого-то с учетом аркана Солнца и вполне вероятно есть какие-то новые, но не совсем про знакомство, хотя я этого отрицать не могу, потому что очень добрая светлая карта. Может быть и есть это самое знакомство, но тогда нам тоже говорят, не торопись. И может быть это даже вот то, что я говорила по рыцарю кубков, как недавнее знакомство, или вы человека прежде не знали очень хорошо, тут и история продвигается, но значит тут тоже нужно быть как-то предусмотрительным и осторожным, хотя вас как раз может чувство закрутить, мои дорогие. Это может быть вплоть до страстной любви, когда вы погрузитесь в этот омут чувств и на время потерять можете связь с реальностью. Этого я тоже не исключаю. Может быть, понятно, не для всех, но для кого-то это проиграется. Сложные отношения. Ну, наверное, по королеве Пентаклей, опять же, ваша карта, вы сумеете договориться. В сложных отношениях, в том, в каком формате вы видите вашу концепцию взаимоотношений, вы и можете построить. Но здесь, опять же, будет зависеть все от вас самих.
Если Козерог захочет, он будет договариваться. Если вы видите в чем-то перспективу, тогда вы тоже будете что-то сохранять. Но я также могу предположить, что если уже отношения утратили всяческое взаимопонимание и остались де юре, кто-то может уйти, потому что есть карта отшельника. И тогда вот эти три позиции, да, ведь их мы можем где-то и соединить. Вообще очень много добрых карт, мои дорогие. И я надеюсь, вы переложите на составляющие вашей жизни, и все то, что мы с вами сегодня рассматривали, каким-то образом вам даст ценные подсказки. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.